Сегодня я расскажу о 5 удивительных фруктах, которые могут активировать ваши стволовые клетки, позволяя вашему организму регенерировать изнутри и восстанавливать себя. Эти фрукты – черная малина, черника, клубника, манго и чернослив. Готовы? Давайте начнем. Сначала мне нужно объяснить, что такое стволовая клетка. Это человеческая клетка. У каждого из нас они есть, которая является плюрипотентной. Это означает, что она может превращаться в любой другой тип клеток. Представьте ее как младенческую клетку, способную регенерировать в различные ткани. Фактически, когда сперматозоид вашего отца встретил яйцеклетку вашей матери, группа клеток, из которых в итоге сформировались вы, состояла исключительно из стволовых клеток. На этом этапе у вас не было лица, ног или ногтей. Все это формировалось из стволовых клеток. К моменту рождения наши тела уже сформированы за 9 месяцев беременности, но природа умна. У нас не заканчиваются стволовые клетки до рождения. Вместо этого мы рождаемся с дополнительными стволовыми клетками, некоторые из которых находятся в пуповине. В среднем у новорожденного около 70 миллионов дополнительных стволовых клеток, которые остаются в организме и помогают регенерации на протяжении всей жизни. Эти клетки хранятся в костном мозге, жировых тканях, коже и даже в некоторых органах, включая сердце. Еще 30 лет назад ученые только предполагали существование стволовых клеток, но не знали точно, где они находятся. Сегодня исследование стволовых клеток – это хорошо развитая научная область. Как исследователь, работавший как в лабораториях, так и в клиниках над разработкой стволовых терапий, могу сказать, что это сложная задача. Однако текущие стволовые терапии, такие как те, что рекламируются для инъекций в колени или плечи, еще не полностью подтверждены исследованиями. Необходимы дополнительные исследования, но мы знаем, что наши тела постоянно регенерируются. Например, кожа обновляется, из-за чего мы теряем мертвые клетки кожи. Вспомните перхоть. Волосы растут снова после выпадения, хотя не всегда. Внутренний слой кишечника обновляется каждые несколько дней. Некоторые органы, такие как печень, способны к удивительной регенерации. Если вы потеряете 2/3 печени, оставшаяся треть может восстановить весь орган, как саламандра, отращивающая потерянную конечность. Верхушки легких также могут регенерироваться, если их повредить. Интерес к стволовым клеткам связан с возможностью использовать их регенеративные способности для лечения сердца, мозга и спинного мозга, обеспечивая уровень восстановления, которого современная медицина пока не достигла. Однако моя цель здесь – рассказать о том, как тело естественным образом исцеляет себя. Наши стволовые клетки являются важной частью системы защиты здоровья организма, о которой я рассказываю в своем онлайн-курсе по профилактике заболеваний. Одна из самых удивительных вещей заключается в том, что даже кровеносные сосуды могут регенерироваться после повреждения – от 1% до 5%. Когда нашему организму требуется восстановление, например, после пореза, поврежденный участок отправляет сигналы в кровоток. Эти сигналы распространяются по всему организму, предупреждая стволовые клетки в костном мозге. Затем стволовые клетки реагируют как пчелы, вылетающие из улья, проникают в кровоток, находят место повреждения и ремонтируют только поврежденный участок. Подобно тому, как дорожная бригада исправляет одну выбоину, не перекладывая весь асфальт. Завершив работу, клетки возвращаются в места хранения. Еще одно захватывающее направление исследований стволовых клеток связано с использованием жировых стволовых клеток. Поскольку стволовые клетки хранятся в жировой ткани, пластические хирурги могут извлекать их с помощью липосакции. Извлеченный жир обрабатывают ферментами в центрифуге, чтобы отделить стволовые клетки, которые оседают на дне. Эти стволовые клетки можно использовать в экспериментальных терапиях, например, вводя их в сердце пациента для восстановления после сердечного приступа.
Есть также многообещающие исследования по использованию жировых стволовых клеток для лечения поврежденного спинного мозга. Хотя эти методы лечения находятся на ранних стадиях исследований, что действительно удивительно, так это то, что наши тела уже обладают способностью к естественной регенерации. Более того, определенные продукты питания могут усилить этот процесс. Иными словами, еда может выступать в качестве лекарства, активируя стволовые клетки и ускоряя восстановление организма. Теперь поговорим об удивительных фруктах, которые могут активировать вашу систему регенерации. Первый – черная малина. Если вы о ней не слышали, она похожа на обычную малину, но гораздо темнее из-за высокого содержания антоцианов. Антоцианы – мощные антиоксиданты, придающие чернике ее синий цвет, а ежевике – черный. Черная малина также содержит элаговую кислоту, эллаготанины и другие полезные соединения. Исследователи из Кореи изучают влияние черных малин на людей с метаболическим синдромом, состоянием, значительно увеличивающим риск диабета. Но прежде чем углубиться в это, давайте разберемся, что такое метаболический синдром. Высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина и увеличенный размер талии. Все это признаки метаболического синдрома. Ваша талия увеличивается из-за накопления висцерального жира внутри тела, который растягивает внутренние структуры организма. Именно поэтому со временем может понадобиться ослабить ремень. Исследователи провели исследование, в ходе которого они взяли образцы крови у участников в начале эксперимента, а затем в течение 12 недель давали одной группе порошок из черной малины. По сути, высушенную и измельченную черную малину. Другая группа получала плацебо для сравнения. Через 12 недель результаты показали, что у тех, кто потреблял порошок черной малины, количество стволовых клеток в крови увеличилось на 30%. Эти стволовые клетки играют ключевую роль в восстановлении органов и тканей, поврежденных метаболическим синдромом. Напротив, в группе плацебо количество стволовых клеток снизилось на 35%. Это означает, что разница между двумя группами составила 65%. Метаболический синдром повреждает ткани, кровеносные сосуды и такие органы, как печень. Но исследование показывает, что употребление черной малины может способствовать увеличению количества стволовых клеток в организме, помогая ему восстанавливаться. Кроме того, исследование показало, что употребление черной малины улучшает эластичность кровеносных сосудов. В организме человека примерно 96 тысяч километров кровеносных сосудов, и их гибкость крайне важна для поддержания правильного кровообращения. С возрастом сосуды естественным образом становятся жестче, но употребление черной малины, по-видимому, помогает сохранить их способность адаптироваться, что, вероятно, связано с активностью стволовых клеток. Черника и стволовые клетки мышц. Вторым исследуемым фруктом была черника. Как и черная малина, черника содержит антоцианы. Исследователи из Корнельского университета изучали, может ли черника влиять на стволовые клетки мышц. В исследовании приняли участие женщины в возрасте от 21 до 40 лет, которым ежедневно в течение 6 недель давали 38 граммов сублимированной черники, примерно треть чашки. Образцы крови брали в начале исследования, неделя 0, через 4 недели и через 6 недель, чтобы отслеживать изменения в уровне стволовых клеток. Результаты показали, что употребление черники увеличивает количество стволовых клеток в мышцах на 40%, повышая их устойчивость к стрессу. Однако, когда исследователи провели аналогичное исследование среди пожилых женщин от 60 до 79 лет, они не обнаружили такого же эффекта. Это говорит о том, что черника способствует регенерации мышц у молодых людей, но может не оказывать такого же воздействия на пожилых. Клубника и нервные стволовые клетки. Клубника – еще один мощный фрукт.
Она содержит элаговую кислоту, которая способствует регенерации нервных стволовых клеток. Исследования, проведенные учеными из Минзузского университета в Пекине и Шанхайского университета инженерных наук, показали, что элаговая кислота стимулирует нервные стволовые клетки, помогая защитить мозг после травмы в лабораторных исследованиях. Элаговая кислота действует, активируя нервные стволовые клетки, которые способствуют регенерации мозга. Интересно, что органическая клубника содержит больше элаговой кислоты, чем выращенная с применением пестицидов. Это связано с тем, что органически выращенная клубника подвергается большему стрессу в окружающей среде, что заставляет ее вырабатывать больше этого защитного соединения. Чтобы усилить вкус клубники, попробуйте сочетать ее со свежей мятой. Еще один замечательный вариант – добавить выдержанный бальзамический уксус, содержащий уксусную кислоту, которая поддерживает обмен веществ. Исследования показывают, что клубника может способствовать уменьшению объема талии, что делает ее не только вкусной, но и полезной для здоровья. Манго и защита стволовых клеток. Манго богато пищевыми волокнами и содержит биоактивное соединение мангиферин, которое помогает защищать стволовые клетки. Они могут ослабевать под воздействием высокого уровня сахара в крови, избытка соли, сигаретного дыма, алкоголя и повышенного уровня холестерина. Мангиферин действует как щит, защищая стволовые клетки от этих вредных факторов. Кроме того, манго способствует здоровью кишечника, так как содержит клетчатку, питающую полезные бактерии. Здоровая кишечная микрофлора, состоящая из триллионов бактерий, играет ключевую роль в общем состоянии организма. Употребление манго помогает не только защитить стволовые клетки, но и поддерживать здоровье пищеварительной системы. Друзья, сегодня мы часто говорим о том, как питание влияет на наше здоровье, вес и различные заболевания. Если вы не хотите тратить время на раздумья о том, какие продукты полезны для здоровья, а какие нет, у нас в Академии здоровья есть готовое решение. Специально для вас мы подготовили меню для здорового кишечника, разработанное врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук. И сейчас у меня для вас подарок. Вы можете совершенно бесплатно скачать это меню. Оно рассчитано на несколько дней и включает рецепты полезных блюд из доступных продуктов, которые легко найти в любом магазине. Скачайте меню прямо сейчас по ссылке в описании под этим видео. Оно поможет вам поддерживать здоровье, наполнять организм энергией и чувствовать себя отлично. Сделайте это прямо сейчас и продолжайте смотреть видео. Заключение. Эти 4 фрукта – черная малина, черника, клубника и манго – обладают впечатляющими полезными свойствами. Они способствуют выработке стволовых клеток, восстанавливают ткани, укрепляют кровеносные сосуды и защищают мозг и кишечник. Включение их в рацион поможет естественным образом поддерживать регенеративные процессы в организме и улучшить общее состояние здоровья. Короткоцепочечные жирные кислоты помогают снижать воспаление, укреплять иммунную систему и способствуют заживлению. Исследования, проведенные в MIT, изучали влияние кишечных бактерий и здоровья кишечника на процесс заживления ран. Было показано, что правильные пробиотики могут значительно ускорить заживление, оптимизируя микробиом кишечника. Теперь поговорим о манго. Я люблю есть спелый манго, нарезанный свежими ломтиками. Зеленый манго также можно использовать в кулинарии. Многие тайские блюда включают его в свой состав. Из манго можно приготовить смузи или коктейль, но будьте осторожны. Этот фрукт содержит большое количество сахара. Большая порция смузи с манго может привести к высокому потреблению сахара. Вместо этого я рекомендую есть нарезанный спелый манго. Чтобы проверить спелость, слегка сожмите фрукт. Если он немного поддается, значит он готов к употреблению.
У меня также есть бесплатное руководство по моим любимым завтракам для долголетия, включая то, что я пью по утрам и на что обращаю внимание при покупке продуктов. Нажмите на ссылку, чтобы ознакомиться с ним. Кстати, если вы едите курицу, я советую выбирать куриные бедра. Они содержат витамин К2, биоактивное соединение, которое, как было показано, перекрывает кровоснабжение опухолям и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Куриные бедра можно готовить с овощами, а также добавлять к ним нарезанный манго для создания блюда в тайском стиле. Если вам нужен конкретный рецепт, просто найдите в интернете «манго, курица, тайский рецепт», и вы найдете подробные инструкции. Манго – это вкусный тропический фрукт, богатый мангиферином. А теперь давайте поговорим о пятом фрукте – черносливе. Чернослив-то – это всего лишь сушеная слива. Сливы относятся к косточковым фруктам и в изобилии встречаются летом. У них нежная кожура, сладкая мякоть и косточка в середине. После сушки и удаления косточки слива превращается в чернослив. Многие люди знают чернослив как средство для улучшения пищеварения, так как он содержит большое количество пищевых волокон, которые помогают регулировать работу кишечника и бороться с запорами. Помимо пользы для пищеварения, чернослив оказывает значительное влияние на стволовые клетки. Он содержит хлорогеновую кислоту, биоактивное соединение, также присутствующее в кофе, которое усиливает активность стволовых клеток в кишечнике. Поскольку слизистая оболочка кишечника постоянно обновляется, хлорогеновая кислота поддерживает ее восстановление и защиту. Это особенно важно при таких состояниях, как синдром дырявого кишечника, воспалительные заболевания кишечника и синдром раздраженного кишечника. Кроме того, кожура чернослива содержит урсоловую кислоту, которая способствует регенерации тканей, стимулируя работу сосудистых стволовых клеток, тех, что отвечают за формирование кровеносных сосудов. Лабораторные исследования показали, что урсоловая кислота может помогать в самостановлении кровообращения, даже если сосуды заблокированы. Чернослив также богат пищевыми волокнами, которые питают микробиом кишечника. Хорошо питаемый микробиом, подобно ухоженному домашнему питомцу, отвечает взаимностью. Кишечные бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые снижают уровень воспаления, одного из главных факторов риска хронических заболеваний. Потребление продуктов, богатых клетчаткой, таких как чернослив, способствует здоровью кишечника и уменьшает воспалительные процессы. Подведем итоги. Сегодня мы обсудили мои любимые фрукты – черную малину, чернику, клубнику, манго и чернослив. Многие другие фрукты также благотворно влияют на стволовые клетки, но эти особенно доступны. Их можно найти в супермаркетах как в свежем, так и в сушеном виде. При покупке фруктов я рекомендую выбирать сезонные и местные продукты на фермерских рынках. Фрукты, собранные в период наибольшей спелости, содержат наибольшее количество полифенолов и полезных веществ. Предпочтение следует отдавать органическим вариантам, поскольку остатки пестицидов сложно удалить, особенно с таких фруктов, как клубника. Органические фрукты также, как правило, содержат больше полифенолов, хлорогеновой кислоты, элаговой кислоты и других полезных соединений. Если свежие фрукты недоступны, отличной альтернативой являются замороженные. Полифенолы в них сохраняются, поскольку фрукты собирают в момент наибольшей спелости и сразу подвергают быстрой заморозке, что помогает сохранить их питательную ценность. Замороженные ягоды, манго и другие фрукты можно использовать для приготовления смузи или добавлять в различные блюда. Не бойтесь экспериментировать с рецептами. Вы можете смешивать свежие и замороженные фрукты, создавая вкусные завтраки или десерты. В средиземноморских и азиатских странах свежие фрукты часто подают в качестве десерта.
Это естественный способ стимулировать активность стволовых клеток и способствовать регенерации организма изнутри. Надеюсь, вы узнали сегодня что-то новое. Многие люди не знают о связи между потреблением фруктов и работой стволовых клеток. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Если вам понравилось это видео, вам наверняка понравится и следующее. Оставайтесь здесь и смотрите другие видео на нашем канале.